Всем доброе утро. Доброе утро. Мы сейчас едем на Куяльницкий лиман. Наверное, многие знают, что рядом с Одессой, буквально в нескольких километрах, есть такое место чудодейственное, в которое летом съезжаются и раньше съезжались многие отдыхающие со всей Украины. Там лечебные грязи, вода очень теплая, мелкая и лечебные соли. И вот там вот на берегу Куяльницкого лимана у нас есть санаторий Куяльник, но санаторий на берегу, и мы всегда раньше приезжали на пляж, но мы никогда не были внутри этого санатория и не отдыхали в солевых бассейнах. И вот сегодня мы едем туда. Куяльник – один из первых в мире санаториев, где начали применять грязелечение. Летом 2018 года он отпраздновал 185 лет со дня основания. Прямо возле бассейна очень большая зона паркинга, и вот старый корпус санатория Куяльник, он разрушен и сейчас не рабочий. Полная картина всего комплекса Куяльницкого. Немножко все так выглядит разрушено. Если бы это все восстановили, было бы классно. Вот такая заброшенная немножко дорожка ведет к лиману. Хотя о лечебных свойствах одесских лиманов было известно еще до основания Одессы, первым, кто обратил внимание на целебные грязи, был дивизионный врач Эрас Степанович Андреевский. Лечебница на территории Куяльницкого лимана была построена в 1833 году, и тогда это были деревянные теплые парники и холодные купальни. Чем дальше развивался курорт, тем больше оборудования и специализации здесь появлялось. Лечение грязью изучал Пирогов, в честь которого и был назван санаторий. Во времена Великой Отечественной и революции санаторий Куяльник был разрушен, но после снова возродился и считался самым популярным курортом в СССР. На берегах Куяльницкого лимана летом есть очень много диких пляжей. Мы тоже раньше приезжали и обмазывались грязью. Ну, не в этом месте конкретно, а немножко с той стороны. Если этим летом будем в Одессе, то тоже обязательно побываем. Покажу вам этот лиман с другого ракурса, где все дико и неокультурено. Птицы. Дикая природа лиманов. Грязь плывет под ногами. Я хотела дойти до птиц красивых, но я понимаю, что я сейчас увязну здесь. Сегодня территория санатория Куяльник выглядит вот так. Это зеленые аллейки, это скамеечки для отдыха и, конечно же, бассейн. Сейчас в санатории действует современная поликлиника, в которой работает спортзал для проведения лечебной физкультуры, бассейн с ропой, кабинеты массажа, физиотерапии и грязелечения. Если забыли трусы или тапочки, их можно купить здесь, прямо у входа. Ну что ж, заходим в санаторий Пирогова. Здесь лечат заболевания опорно-двигательного аппарата, дерматологию, заболевания органов дыхания и нервной системы, болезни суставов, детские болезни, а также мужские и женские болезни мочеполовой системы. По длинному коридору проходим и попадаем в зону, где сидит вот такая тетенька, которая берет денежку за вход. Оплатили. Далее проходим в раздевалку, затем принимаем душ, чтобы чистеньким попасть в бассейн. Крыша треугольная, купольная, давно не реставрировалась. Бассейн работает круглогодично, и сюда можно приезжать также зимой. Чувствуется запах грязи, к которому быстро привыкаешь. Идем в воду. Бассейн работает с 8 утра до 8 вечера, и вход сюда стоит 200 гривен, но вот если там по льготам, то мне получается 140 гривен мы заплатили за меня, а за бабушку сколько? 180, 180. если есть пенсионный. Ну да, на 20 гривен меньше. Вода настолько соленая, как аналог Мертвого моря. И здесь нельзя утонуть, потому что тебя выносит на поверхность. Алиса с нами не поехала, потому что у нее до сих пор сломана рука, и она в гипсе, его мочить нельзя. Мы завтра, кстати, снимаем гипс, Да. в пятницу. И думаю, что в следующий раз я ее сюда с собой возьму. Но мы, кстати, не видели здесь почему-то детей, никого не было. Ну, потому что в основном пенсионный возраст, молодежь приезжает, кто-то лечится здесь по курсовкам, именно живут в санатории, проживают и приходят сюда на процедуры. Вот, это же такое больше не детское. Вода настолько соленая, что соль просто выносит на поверхность. Каждое утро в этом бассейне проводятся занятия лечебной физкультуры, и сейчас мы на него попадем. У нас это занятие. Разуміло?
1830-е годы выходит первое руководство от Андреевского по лечению на Лимане. Купаться советовали в 6-7 часов вечера, от солнца скрываться под зонтом. Кроме того, стоило позаботиться о подготовке персональной ямы с целебным илом. Больной покрывался илом до шеи. Когда он выходил из ямы, он высыхал, и ил прилипал к коже. Смывать его необходимо было водой из лимана, достаточно нагретой, поэтому это все происходило в вечернее время. Вдох. І дивимось на кінчики пальчиків. Тягнемось. Видох. Ручки чуть-чуть назад і воду і дивимося на пальчики. Куяльник – это Одесское Мертвое море. Слово «куяльник» может происходить от тюркского «куянлык», что означает «густой». Версию с густыми водами лимана подтверждают исторические сведения. До середины XIX века морякам при стоянке в Одесском заливе советовали периодически поднимать якоря, чтобы они не ушли в вязкий грунт. В XV веке в лиман заходили генуэзцы. Найденные якоря покрыты толстым слоем моллюсков, которые типичны для Черного моря. А это означает, что итальянские купцы использовали лиман в качестве природной стоянки, защищенной от непогоды. Лиман до 1920-х годов имел протоки, которые связывали его с морем, а в начале XIX века он и подавно имел сообщение с Одесским заливом. Да, я не была на занятии на разминке, но пришла просто так поплавать. Чего не пошла на разминку? Я не особо люблю. Если приезжать каждое утро к 9, то где-то в 9:45 начинается вот такая аквааэробика в солевом бассейне. Ну и, в принципе, можно приезжать каждый день. Я вот задумалась, что мы иногда с Геной будем ездить. Но не знаю, как с Алисой, потому что ни одного ребенка в бассейне сегодня я не увидела. Папа мой не поехал тоже сегодня, плохо себя чувствовал, хотя зря. А вы там на лечение походили, да, в каком-то этом санатории, да? Так, я хочу сказать, что долго сидеть в бассейне нельзя, нужно делать перерыв. 20-30 минут поплавал, вышел на 10 минут, обсохнул, сходил в душ, чтобы организм правильно принимал все эти соли. Санаторий «Куяльник» имеет огромную ценность. Замечательно, что даже в такое время, как сейчас, он продолжает работать и принимать отдыхающих со всей Украины на лечение. Сегодня мы очень хорошо провели время, и нам пора собираться и возвращаться домой, но мы обязательно вернемся. На выходе можно высушить ваш хвостик. Здесь столько всего: соляная шахта, различные кабинеты массажев, физиотерапии, лечебной физкультуры, кабинеты грязелечения, внутренний двор очень красивый, коридоры. Вот идешь и прям вот попал в 90-е, да, советский санаторий. Есть зона відпочинку, есть небольшой кафетерий, где можно тоже что-то выпить и перекусить. Можно выпить чашечку кофе из автомата. Буду рада, если благодаря нашим видео об этом месте узнает больше людей, и курорт Куяльник станет еще более востребованным. На моем YouTube-канале есть плейлист «Одесса», где мы показываем самые интересные места города. И если вы еще не подписаны, буду благодарна за подписку. Всем пока!